Всем привет, и сегодня мы затронем весьма необычную тему. Она касается смысла жизни. И не сказать то, что эта тема довольно-таки вычурная и звучит слишком громко, потому что она помогает разобраться в ваших личных проблемах, установках или с невозможным непонятием дальнейшего следования вашей личной жизни. Рассуждая вместе со мной в этом видео, действительно можно принести для себя нечто новое. Данная тема довольно-таки непростая и вполне может потребовать много ваших сил для ее переваривания, но оно того стоит. Я не говорю за себя, но понаблюдав за человеком, о его мнении об этой теме можно понять многое о его внутреннем мире. К примеру, для некоторых смысла жизни и вовсе как будто бы и нет. Они словно живут на автомате, и мимолетные какие-то цели – это заработок денег, какая-то семья и какое-то несуразное веселье. Заработать деньги до тех пор, чтобы не сдохнуть, семья, чтобы была для галочки, а какие остались деньги спустить на какое-то неинтересное, ненужное веселье. Также не лишним будет затронуть проблематику смысла жизни. Смысл жизни – одна из ключевых проблем, в которую входит определение своего места в мире и природе, определение жизненных целей и своего предназначения, решение вопросов, связанных как с биологической, так и социальной природой человека. В этой теме есть и свои страшные стороны. Если долго в нее углубляться, можно и подумать, как будто в существовании нет смысла. На основе этого и появляются сопутствующие мысли. Особенно это ярко показывается среди заинтересованных невзрослых людей, которые накануне изучения свежих знаний об анатомии, биологии, физике начинают смыслить обо всем довольно-таки механически. Они говорят то, что любви нету, это все совокупность гормонов и реакции организма. В общем, обесценивают те вещи, которые для нас довольно-таки привычны. Наши жизни в перспективе могут быть интересными. У нас есть возможность совмещать нечто интересное, полезное, то, что может сделать нас счастливыми, и заставлять наблюдать всех нас в одном круге просто с открытыми глазами за всем этим. Можно просто перестать заниматься бессмысленным бездельем и уповать на возможности человека, который показывает истинную силу нашего всего человечества. Надеюсь, не слишком громкие лозунги для данного канала, но, кстати, все в ваших руках. И вы можете свернуть это видео из полноэкранного режима, нажать на кнопки подписаться, нажать колокольчик, поставьте, пожалуйста, лайк. Вы также можете поделиться это видео с друзьями и порассуждать вместе со мной насчет данной темы. Но и довольно-таки грустно для меня, если посмотреть на этот мир под определенным масштабом, может показаться то, что действия действительно спонтанные и не имеют за собой никакого смысла. Чтобы понять эту позицию, разберем следующее. Многие из нас были в школах, многие из нас изучали химию, и мы наверняка в курсе, что такое атом. Атомы, они повсюду. И как только вы начнете разбирать действия людей, происходящие в природе, и поняв то, что это просто реакции и протекание каких-то атомов, и на фоне этого идет обесценивание, из-за этого, углубляясь в это все и разбирая смысл жизни, оно все кажется вкупе обесцененным. Надеюсь, я смог донести данную позицию. И можно посмотреть на следующее. Что если представить то, что вы ничем не обремененный организм, который может наблюдать за происходящим в мире? Вы можете что-то сопутствующее испытывать в виде чувств, эмоций, переживаний. Если вы начнете углубляться в человеческие стимулы и в их каких-то реакции. Но что если вы будете просто непосредственно наблюдать? Это будет действительно все обесцениваться и не нести за собой что-то интересного, что-то проникающего. Так наблюдаешь, смотришь, что-то происходит, да происходит. В этом как будто смысла и нету. Вот эти все сопутствующие рассуждения могут вызвать какие-то негативные эмоции, возможно, даже вызвать какие-то чувства. В соответствии с этим это и есть страшный аспект рассуждений смысла жизни. Я уже неоднократно затрагивал схожие тематики в виде того же правильного питания, но и также можно посмотреть на историю человечества, например, тот же древнегреческий период, который просто завораживает своим содержанием. Ну или обратить внимание на мой канал. Также затрагивал те темы, которые не стоит принимать человеку, которые за собой не несут ничего хорошего. Ну и посмотреть шире, все живое,
все происходящее это когда-то случайно происходящие реакции, которые привели к тому, то, что появился вид какой-то, который смог выживать в этой экосистеме. Спустя время в итоге появились люди. Многие критикуют позицию, вот сейчас образно выражаюсь, быть тупым это не так хорошо, как быть умным, но глупый человек, он вряд ли будет углубляться во все это и в соответствии с этим потом грустить, как-то чувствовать, через себя пропускать вот эти данные тематики. Ну и надеюсь, если я хорошо веду это видео, то я смог добиться ваших грустных ноток на основе этой тематики. Но есть еще мнение верующих людей. Ничего не говорю, уважаю. Есть Всевышний и имеет свод правил, чтобы не грешить, чтобы делать что-то хорошее. И посмотрев на все это, правила действительно хорошие. И контролировать некие прослойки людей, и чтобы они творили просто нечто хорошее, это действительно хорошо. Здесь и не придерешься. Ну и скорее всего, если спросить этих людей, в чем смысл жизни, они ответят, что не стоит грешить, не стоит делать неправильных вещей, совершать правильное бытие. И не говорю за всех, но может быть некоторые и скорее всего рассуждают так, то что правильно жив, они с материальной точки зрения попадут потом в рай. Конечно, здесь немного легче, потому что нет какой-то такой, скажем, грустной нити в этом повествовании. Но также, чтобы нести некое рассуждение во всем этом, но представьте уже отдельный мир божеств. Там они уже, так скажем, собираются, контактируют и могут как-то влиять на Землю. Но что если вы смотрите на этом масштабе? Наверняка уже никто их не обременяет, никто не указывает этим божествам, они сами творцы. Представьте себя в виде творца. В ваших руках сила творить этот мир. То есть везде пустота, вы можете творить. Ну и сотворили вы можете этим наслаждаться. И в чем смысл? Ваше наслаждение, оно же не наверняка будет происходить просто в бесконечном ключе. Оно может закончиться, оно может дальше не продолжаться. И неужели творение, просто в искусстве творения, в вашем наслаждении будет все это ограничиваться, и дальше-то оно не пойдет? И тогда уже вот вы, представив себя в виде Творца, оно опять же может внести в себя грустное повествование касаемо смысла жизни. Но это еще не все, у нас есть касаемо этого философия и также какая-то сформировавшаяся моя личная позиция на основе всего этого. В большинстве своем мы рождаемся в свободном обществе, и смысл жизни за нас никто не определяет, мы повластны делать это сами. В потенциальной нашей жизни присутствуют блага в виде доброты, счастья, умения творить. И почему бы это все не внедрить в нашу потенциальную жизнь? На основе этого и существует древнегреческая философия. Аристотель полагает, что смысл жизни заключается в счастье, в доброте и хороших поступках, которые мы можем транслировать окружающим нас людям. Эпикур считает смысл жизни получать максимум наслаждений, провозглашает целью человеческой жизни получение удовольствия, понимаемого не только как чувственное наслаждение, но и как избавление от физической боли, душевного беспокойства, страданий и страха смерти. Для Сократа смыслом жизни является мудрость, познание и самопознание. Только они способны сделать нас по-настоящему счастливыми, потому что учат нас не радоваться материальным вещам, а тому, как мы ими распоряжаемся. Ну и хотелось бы еще упомянуть Гиппократа, пускай это не сильно касается смысла жизни, как непосредственной темы, но все же учение Гиппократа состояло в том, что заболевания являются не наказанием богов, а последствием природных факторов, нарушения питания, привычек и характера жизни человека. Да, древнегреческие парни — это просто предки гигачада. Под все это можно просто творить самые охеренные вещи. И можно задать себе цель быть успешным, зарабатывать деньги. Наша структура жизни довольно-таки хороша тем, что мы получаем некое вознаграждение и можем позволить себе блага, необходимые для удовлетворения наших потребностей в виде денег. Но в смысле жизни и вашей жизни не стоит зацикливаться только на деньгах. Можно понять то, что богатство — это деньги,
но и при этом это может быть непосредственно творение, оставить после себя что-то, то, о чем будут говорить, то, о чем запишут в историю. Ну или, по крайней мере, оно бы имело честь бы там присутствовать, пускай не в большом масштабе, если сравнивать с другими великими деятелями. Но все же творить и иметь деньги — это те богатства, которые могут присутствовать в нашей жизни. И когда мы думаем о смысле жизни и о нашей жизни, то стоит внедрить эти богатства в собственную жизнь. Посмотрев на человека, можно понять, что у нас действительно есть дар — это творить, делать некое искусство, за которым приятно наблюдать. Раз у нас есть такая возможность, и она довольно-таки полезна, завораживающая и красива, почему бы в ней не совершенствоваться, а не идти в угоду мимолетных каких-то наслаждений и глупого времяпрепровождения. Стоит об этом также задуматься. Для меня тоже были моменты, когда я рассуждал обо всем этом, смысл жизни, мир, что вокруг происходит, что для чего и нужно. Конечно, также имел грустный контекст, грустные моменты во всем этом. Но куда деваться? Что если, выбирая из всех зол, почему бы просто не становиться лучше, бороться за то, чтобы остаться в истории, бороться за то, чтобы становиться лучшим чуть ли не во всем мире, или, по крайней мере, из того времени, что вы успеете, становиться лучше и лучше. Почему бы это не сделать смыслом жизни? Конечно, многое сводится к тому, что смысл жизни заключается в счастье, но я думаю, по большей части во всем этом это будет творение, счастье, какое-то материальное блаженство. Но и по большей части это будет творить. И на основе всего этого я определил свой личный смысл жизни. Конечно, это может быть довольно-таки забавно звучать в угоду того, что я довольно-таки молодой человек, но все же, пока же я должен к чему-то стремиться, и пока я выставляю себе какие-то личностные рамки, которые будут приводить меня к чему-то лучшему, почему бы на этом не остановиться? И, возможно, уже со временем я буду меняться, и, возможно, со временем только сам лично желаю буду становиться лучше и более всем объемлющим человеком.